Приветствую, друзья, на канале Каска. В сегодняшнем видео я вам покажу, как слегка повысить FPS в одни из нас часть 2, а также подберем оптимальные настройки для разных систем. Хотя оптимизация в одни из нас порту хорошая, в этот раз Nixxes не подвели, как это было со вторым спайдиком. И плюс очень порадовало наличие FSR 4. Надеюсь, будущие релизы частенько будут выходить с данным масштабированием. За большие пальцы вверх и подписку на канал буду благодарен. Тайм-коды в описании. Готовьте ваши ручки и начинаем. Первое, с чего мы начнем, это, конечно же, с настроя графики. Залетаем в игру, нажимаем параметры и открываем вкладку изображения. Режим окна. Тут опционально. Полноэкранный — это без рамки, а эксклюзивный — это полноэкранный. В теории, если вам нужна меньшая задержка, ставите эксклюзивный. Если нужно быстренько свернуться, тогда полноэкранный без рамки. Далее, разрешение экрана. Ставим по соотношению к вашему монитору, но если вы не используете масштабирование изображения, либо не позволяет система, в таком случае можем понизить наше разрешение экрана. Способ проверенный, работает практически 100%, но очень сильно ухудшается картинка, субтитры, интерфейс все будет огромным, и плюс в редких исключениях может вообще не дать ничего. Самое главное, чтобы ваша сборочка была сбалансированная. В данном случае при понижении разрешения экрана очень важно, чтобы процессор был более-менее неплохой, потому что вся нагрузка пойдет конкретно на процессор. Чем ниже разрешение, тем больше нагрузка на процессор. Чем выше разрешение, тем больше нагрузка на видеокарту. Вертикальная синхронизация. В одиночной игре можете включить. Это иногда может разгрузить ваш процессор, если он слабенький, и сделать геймплей более плавным. Максимальная частота кадров. Я оставлю просто на максимальное значение. Если вам нужно сделать ограничение частоты кадров и вы не используете вертикалку, можете использовать RevaTuner. На вкладке Frame Time задаем значение наших FPS-иков, применяем настройки и возвращаемся в игру. В таком случае наша линия отрисовки кадра будет максимально ровная. Это может помочь избавиться от статтеров и сделать геймплей снова же более плавным. Эй, братик, послушай. Я тут проштудировал интернет и в поисках топовых интернет-магазинов для покупки игр и пополнения Steam аккаунтов. И знаешь, что я обнаружил? Что на Case4Gamers минимальная комиссия от 3%. Между прочим, одна из самых низких на рынке. Пополнить можно абсолютно любой аккаунт. Россия, Казахстан и много других. А ассортимент здесь действительно богатый. Игровые ключи, софт, подписки, подарочные карты и даже Windows. Приобрести очень просто. Выбираем интересующий нас товар, обязательно убеждаемся в доступности нашего региона, добавляем в корзину и переходим к оплате. Можно оплатить по СБП и даже криптой. Обязательно применяем код скидки, это Каска, который сэкономит вам целых 15%. Разве это не чудо? Если возникнут какие-либо проблемы, в чем я сомневаюсь, тем не менее поддержка всегда рядом. И, наверное, не менее важная особенность — это регистрация аккаунта. Для того, чтобы отслеживать свои заказы, вдруг чего открывать различные споры. И тут же мы можем увидеть, что каждый продавец проходит обязательную верификацию, а активные пользователи получают бонусное вознаграждение. Ссылочку на Case4Gamers я оставлю в описании и в закрепленном комментарии. А теперь возвращаемся к ролику. Режим сглаживания. Для видеокарт 4070 Ti Super и выше ставите DLAA. Видюшка без проблем справится, потому что игра очень даже неплохо оптимизирована. Если у вас RX 9070 XT либо Non-XT, выбирайте FSR 4.0 Native AA. Мы потеряем около 5% производительности, но картинка того стоит. И тем более на этих видеокартах это даже незаметно. Если у вас видеокарта 3060 Ti и ниже. Честно, я лично побегал на всех режимах сглаживания, и мне показалось, что отключено, самое главное, на 2К разрешение, выглядит очень даже достойно. Типа мы получаем плюс примерно 7-10% производительности, и в принципе лесенки не очень бросаются в глаза. Но если вам хочется включить сглаживание, то можете включить TAA и немножко прибавить резкости, потому что будет мыло. XS мне лично не понравилось, кушает еще больше, чем Native AA, при этом картинка хорошая, но, мне кажется, проигрывает все-таки FSR 4.0. А режим низкой задержки NVIDIA Reflex. Если у вас видеокарта RTX серии, можно, конечно, включить, но, честно, для одиночных игр я обычно выключаю. Если у вас AMD-шка, это Anti-Lag 2, то же самое, выключаем. Хотя на FPS это никак не влияет. Конкретно в данной игре. Генерация кадров.
Если у вас слабая система, допустим 2060, можете включить генерацию кадров, почему бы и нет. Хотя я думаю, что с помощью настроек можно даже обойтись и без генерации. Метод масштабирования. По сути то же самое, что я говорил насчет сглаживания. Если у вас 3060 Ti и ниже, выбираем DLSS и пресет качество либо баланс. Если у вас AMD-шки и нет поддержки FSR 4.0, очевидно выбираем FSR 3.1 и ставим уже в зависимости от мощности вашей видеокарты качество либо баланс. Для видеокарт 9070 XT и Non-XT включать масштабирование нет вообще никакого смысла. Во-первых, по FPS ничего не получаем, как бы это странно ни звучало. Скорее всего у меня идет просто ограничение в процессор, поэтому я и не вижу никакой разницы. Хотя снова же с FSR 4 картинка очень даже достойная. Динамическое масштабирование я обычно выключаю, и поля в видеороликах тут по желанию, как и яркость. Применяем настройки и возвращаемся назад. Открываем вкладку «Графика». Это самое интересное, и начнем с вами по порядку. Конфигурация пропускаем. Детализация. Можем нажать вот сюда, и у нас появится больше настроек, касаемых детализации. Я поставил среднее значение. Единственное, что можете повысить детализацию персонажей, допустим, на высоко либо максимум, а все остальное я оставил на среднее. Качество текстур то же самое. Раскрываем все это добро и наблюдаем здесь у нас текстуры, которые отвечают за объекты, персонажей, ландшафты и спецэффекты. На самом деле многие из них на картинку и на производительность практически не влияют, поэтому я ставил на максимум. Фильтрация текстур. Мне показалось, что производительность равно качество картинки, это 2х. Если нужно больше FPS-иков, понижаем до билинейной либо трилинейной. Качество теней. Разрешение теней я оставил на высокое. Разрешение теней от точечных источников можно ставить высокое либо среднее. Тени от рассеянного света то же самое, среднее либо высокое. Разрешение направленных теней высокое, и дистанция направленных теней тоже высокая. Для большего FPS-ика можем поставить просто низкое качество. Тени в экранном пространстве. Я здесь просто выставил пресет высокой. Высокий. Панорамные карты освещения. Для больших FPS-иков отключаем, но очень сильно теряем в атмосфере. Отраженный свет. Тут по желанию. Я не особо заметил, чтобы как-то оно влияло на FPS. Затенение фонового света. Вот здесь можем поиграться. Для слабых систем выключаем, для более мощных ставим на качество. Отражение в экранном пространстве. Я выбрал средний пресет. Можем чуть-чуть повысить дистанцию, но не рекомендую этого делать. Качество отражения в реальном времени. Если нам нужно очень много FPS-иков, выключаем. Если вам нужно включить отражение, в таком случае низкое, среднее и высокое имеют одинаковый FPS. Максимум кушает неоправданно, на мое мнение, много, поэтому ставим высокое. Качество отражения облаков в реальном времени. Тут по желанию можем включить, можем выключить. Рассеивание света в экранном пространстве. Оставляем включенным. Качество преломлений высокое, глубина резкости только видеоролики. Качество глубины резкости низкое, и качество эффектов скорости отключено. На удивление это кушает не сильно много, но какой-то процентик производительности. Ореолы выключаем. Плотность частиц высокая, качество объемных эффектов высокое, блики оптики, полное разрешение, угол обзора. Можем немножко повысить угол обзора, но в таком случае потеряем какой-то процент производительности. Тряска камеры. Для атмосферы оставляем включенным, для не атмосферы выключаем. Хроматическая аберрация я оставил по умолчанию на десятки. Интенсивность эффекта зернистости. Тут смотрите опционально. Интенсивность загрязнения объектива. То же самое. Применяем наши настроечки и возвращаемся назад. Переходим на «Система», и здесь отключаем пауза при потере фокуса и сворачивание при потере фокуса тоже выключаем. А сбор данных ставим на ограниченные данные. Применяем настроечки и переходим на рабочий стол. Мы там с вами сделаем небольшую настроечку нашей системы под игру. Ребятки, если у вас есть желание, самое главное возможность, можете поддержать мой канал подпиской на Boosty. В знак благодарности вы получите мой архивчик с оптимизацией как Windows 10, так и 11. Он активно развивается, стараясь в каждой новой версии добавлять что-то новое. Там же находится гайд на 30 минут, как всем этим пользоваться. Плюс иногда публикую разные твики, отдельные настройки для некоторых игр и все возможные архивы в одном облаке. А также у меня есть Telegram, в котором я делюсь игровыми новостями, когда следующий ролик и так далее. Ну и конечно же наш Discord сервер. Мы там общаемся, играем и решаем проблемы, которые у вас могли возникнуть. За любую активность буду благодарен. Отвечаю всем и постоянно. Ссылочки в описании.
Оказавшись на рабочем столе, нам с вами нужно будет сделать небольшую оптимизацию нашей системы. Начнем мы с настройки видеокарты, потому что AMD, что и Nvidia выпустили драйвера с поддержкой The Last of Us 2. После установочки драйверов нажимаем PKM на рабочем столе. Если у вас Nvidia, будет написана панель управления Nvidia, если AMD, тогда AMD Software. Начнем с AMD-шки. Переходим на игры и выбираем The Last of Us Part 2 Remastered. Самое важное, что мы здесь можем сделать, это найти Fidelity FX Super Resolution 4, но только в том случае, если у вас видеокарта 9070 XT либо Non-XT. Мы, конечно же, обязательно включаем Radeon Anti-Lag. Для видеокарт 7700 XT и ниже выключаем антилаг, потому что какой-то небольшой процентик, но кушает FPS. Нажимаем дополнительно. Здесь находим качество фильтрации текстур. Для более мощных видеокарт оставляем на стандарте, либо ставим высокое. Для слабеньких можем поставить на производительность. На FPS это, по-моему, вообще никак не влияет. По факту с AMD-шкой все. Единственное, что переходим на Smart технологии. Если у вас AMD Smart Access Memory отключена, тогда нужно будет перейти в BIOS и включить Rebar. В зависимости от вашей модели материнской платы, Rebar может находиться в разных местах. Но я думаю, найти это не составит труда. В любом случае включаем. И неважно, AMD-шка у вас видеокарта, либо Nvidia. Частенько это дает неплохой такой буст. Если у вас видеокарта от Nvidia, переходим на управление параметрами 3D. Далее программные настройки. И в списке ищем Flow 2. Далее размер кэша шейдеров. Ставим как минимум 10 ГБ. Режим низкой задержки. Если в игре вы включаете Nvidia Reflex, тогда здесь выключаем. И наоборот, если в игре вы его выключаете, то здесь можете включить. Поставить на Full либо Ультра. Ультра иногда может давать статтеры. Режим управления электропитанием. Ставим обычный. И в самом низу находим фильтрация текстур качества. Выбираем высокая производительность. Для видеокарт среднего сегмента и ниже. Для 4070 Ti Super, естественно, оставляйте по умолчанию либо на качество. Далее открываем этот компьютер, нажимаем PKM на этот компьютер, свойства, доп. Параметры системы, вкладка быстродействие, параметры и ставим галочку на обеспеченное лучшее быстродействие. И обязательно ставим галочку на сглаживание неровностей экранных шрифтов. Благодаря тому, что мы отключили там различные анимации, тени под мышкой, наш процессор чуть-чуть может разгрузиться. На более мощных системах это вообще нет смысла делать, но на слабых системах скорее всего будет заметен результат. Небольшой, но тем не менее. Далее, если у вас игра вылетает без ошибок, можно поднять виртуальную память. Убираем галочку с «Выбирать объем файла подкачки», выбираем диск C и ставим галочку на размер по выбору системы. Нажимаем «Задать» и ОК. После всех этих настроек перезагружаем нашу систему. Чаще всего это помогает избавиться от многих проблем, связанных с вылетом. Но если у вас не хватает ОЗУ и вылеты продолжаются, можем указать размер вручную. Для 16 ГБ это примерно 4000 исходный размер и максимальный. Для 32 ГБ это где-то 2000. Нажимаем поиск и пишем параметры. Переходим на система, дисплей, и нас интересует графика. Ну, тут баг, кстати, пофиксили. Уже не вылетает графика, на удивление. Здесь нам нужно добавить классическое приложение. Нажимаем вот сюда и переходим в папку с игрой. Находим приложение Flow 2. Добавить. Далее нажимаем вот сюда, параметры GPU, выбираем высокопроизводительный. Если у вас две видеокарты либо ноутбук, выбирайте ту видеокарту, которая наиболее производительная. Оптимизация для игр в оконном режиме. Так как игра использует DirectX 12, можем отключать. В самом верху находим доп. Графические параметры. Здесь нас встречает планирование GPU с аппаратным ускорением. Галочка на самом деле индивидуальная. Тут нужно все проверять конкретно на вашей системе. Если у вас галочка стоит на вкл, можете ее отключить, сделать перезагрузку вашей системы, зайти в игру и проверить. Возможно, игра будет работать чуточку лучше. И наоборот, если у вас галочка была выключена, мы ее включаем, делаем перезагрузку, заходим в игру и проверяем. И если у вас видеокарта RTX 4000 серии и вы используете генерацию кадров, тогда галочку нужно будет оставить включенной, иначе она не будет работать. Далее переходим на игры. Геймбар обязательно выключаем, игровой режим оставляем включенным. Спецвозможности, визуальные эффекты, и здесь нам нужно будет отключить эффекты прозрачности и эффекты анимации. Снова же для более слабых систем. По сути, базовые настройки мы с вами сделали. После этого залетаете в одни из нас часть 2 и проверяете ваши FPS. Если все устраивает, закрываем видосик и идем наслаждаемся
сюжетом. И если вам нужно еще повысить FPS-ики, тогда качаем архивчик по ссылке в описании, находится у меня в телеге, либо в дискорде, называется архив by Casco версия 2. Здесь у нас есть настройка видеокарты, к тому же и для старых драйверов, плюс Intel и NVIDIA. Далее очистка. Delete them files. Выделяем все файлы, нажимаем Shift, Delete и да. То, что не удаляется, нажимаем просто отмена и возвращаемся назад. Delete them files, папка номер 2. Все это выделяем Shift, Delete и да. То же самое. Отменяем и возвращаемся назад. Disk Cleanup. Диск C очищаем где-то раз в месяц. Твики реестра. Иногда дают FPS, иногда не дают FPS. Тут индивидуально. Тем не менее. Заходим в бэкапы, здесь у нас все уже готово, вдруг чего можете все это вернуть взад. Первые два файла реестра отключают Xbox DVR. Нажимаем PKM и открыть. Если у вас десятка, будет написано слияние. Далее Game DVR 2, PKM и слияние. Отзывчивую систему PKM слияние, сетевой тротлинг пропускаем и системный приоритет тоже PKM и слияние. MSI мод, нажимаем PKM и запуск от имени администратора. Находим нашу видеокарту, ставим галочку на MSI и приоритет мы задаем High и нажимаем Apply. Закрываем. Геймбар и аппаратное ускорение мы с вами уже настроили. Далее нас встречает схема питания. Если вам нужна максимальная производительность, схема питания так называется, копируем данную команду, нажимаем PKM, копировать, закрываем. Далее PKM на пуск, Windows PowerShell администратор, либо командная строка. Нажимаем PKM, либо Ctrl плюс V. Далее Enter, закрываем. Схема питания ярлык открываем. Показать доп. Схемы и ставим галочку на максимальная производительность. Если у вас игра в Steam, нажимаем Steam, настройки, на вкладке библиотека ставим галочку на упрощенный режим. Запись игр не записывать, Remote Play выключаем. Далее представим, что это у нас slow. Нажимаем PKM и свойства, Overlay Steam в игре отключаем. Далее нажимаем поиск, пишем изоляция ядра, целостность памяти обязательно выключаем. После всех этих настроек залетаем в игру и наслаждаемся. Если не высоким FPS, то по крайней мере стабильной и плавной картинкой. С вами был Casco. Желаю высокого FPS.